Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Человеческие плеядианские архетипы. Архетип Инанна, или Афродита, она же Венера. Богиня любви. В истории Нанук, Инанна, и все семейство, пришли на Землю с миссией добычи золотых ресурсов, чтобы с его помощью поддерживать жизнь их родной звездной системы в Плеядах. Инанна была красивой, светловолосой женщиной с кровью голубого цвета и бирюзовой кожей. Интересно отметить, что именно кровь определяет цвет кожи. В Плеядах превалируют голубовато-зеленые солнца, а голубая кровь и кожа резонируют с их солнечной системой. С оранжево-красным солнцем в солнечной системе Земли наиболее резонирует красная кровь. Поэтому Инанна и ее родственники больше предпочитали жить под землей, или в плотно закрытых каменных помещениях. И подобно тому, как в наши дни солнце опаляет светлокожих людей, оно сильно сжигало кожу Ану. Инанна продлевала свою жизнь до 18 тысяч человеческих лет. По плеядианскому времяисчислению, когда она прибыла на Землю, ей было далеко за 1000 лет. Плеядианцы рождаются, и перед тем как начать стареть, естественным образом живут около 1600 до 1800 лет. Когда они начинают стариться, то весьма часто выбирают себе смерть через эвтаназию, из сострадания к старости, проделывая это даже в настоящее время. Очень длительное продление жизни могло на Плеядах и не приветствоваться. Поэтому Инанна и Мердук, ГДС, которые были братом и сестрой только по одному из родителей, пожелали прибыть на Землю ради достижения альтернативной цели – создания бессмертия. Горная промышленность по добыче золота была для них целью вторичной, хотя данную задачу они действительно выполняли на совесть. Технология для добычи золота, да и сама доставка, была делом дорогостоящим. И вместо того, чтобы перенести тяжесть плеядианских финансовых затрат на технологию, возникла идея создать расу рабов, которые делали бы всю тяжелую работу. В общем-то, эта идея стала избранным планом действия. В этой связи, они надеялись на красную расу, которая когда-то была засеяна сириусианцами. Но когда Инанна и Мердук обратились к реалиям красного народа в целях обеспечить себе поддержку в добыче золота, они обнаружили, что эти народы никаким образом не заинтересованы оказывать им помощь. С точки зрения Ану, имевших в своем распоряжении обширные технологические ресурсы, красные народы жили очень варварской жизнью. Поэтому Ану твердо решили для себя, что реально превосходят людей красной расы. Некоторые из людей красных народов были захвачены силой, и при жизни подверглись генетическим опытам, что заставило входить в страх всю коренную расу, из которой брались люди для экспериментов. В основном это был красный народ, заселенный на американском континенте. В конечном счете, часть ДНК коренной расы американских индейцев была скрещена с ДНК каждого из членов семейства Ану, производя рабов с первичным характером наполовину красных и наполовину Аннанук, 50 на 50. Инанна была смешана с голограммой бога и богини любви красного народа, производя тем самым рабскую голограмму, известную как Эрос, бог соблазнения. Каждый из Анну аналогичным образом смешался с той или иной красной голограммой, чтобы создать голограмму для рабов, что привело к 12 голографическим характерам рабов, которые подробно обсуждаются в данных материалах. Вначале, рабы разводились в лабораториях, рассматривались в качестве движимого имущества и выращивались в клетках, подобных конуре для собак, или конюшне для лошадей. Со временем, рабы получали образование, позволявшее им читать и писать, а также участвовать в другой деятельности, такой как танцы, музыка, кулинарное искусство и сельского хозяйства, а также секс. Зевс и Инанна были чрезвычайно сексуальными особами и максимально использовали сексуальную энергию для своего восстановления и продления жизни.
Но дело обстояло не так для других членов семейства Ано, которые продлевали свои жизни иными способами. Иннан и Зевс занимались с рабами необузданным сексом. Одним из известных любовников Иннаны был Давид, который был ребенком женщины-рабыни от голограмм Паны и Зевса. Он был красивым мужчиной и отвечал всем запросам Иннаны, как будто бы и сам был Ану. Но, увы, после своего 300-го дня рождения у Давида стали проявляться признаки старения, и спустя некоторое время он стал очень сердит и ожесточенный Иннану из-за своей неспособности достичь бессмертия. В конечном счете, Иннана, и потомок Давида, его дочь, оплакивали смерть отца, чуть ли не сходя по нему с ума. За всю свою жизнь, Иннана выходила замуж 800 раз, и каждая ее свадьба происходила с особым мужчиной-рабом. Каждый раз, свадебный ритуал был более продуманным, чем предыдущий. Вообще говоря, желание совершенствования свадеб целиком связано с архетипом Иннаны. Каждую неделю, наибольшую часть своего времени Иннана проводила в занятиях любовью, или обучая рабов сексуальным техникам, или в качестве развлечения наблюдая всевозможные оргии рабов. Это продолжалось вплоть до того времени, когда зачатие рабов стало выходить из-под контроля, что происходило вследствие манипуляции ложных богов с женскими циклами воспроизводства. В результате, Ану стали осуждать секс, ограничив его для всех, кроме самих себя или рабов, которые были женаты. Позже, уже изнывая от скуки, они захотели создать из группы рабов миниатюрную плеядианскую цивилизацию. Данный проект разворачивался в регионах, близлежащих к Олимпу, в настоящем известных как Греция. До известной степени, рабам доверили технологию и обучили политической и экономической системе, имевшей параллели с текущей человеческой цивилизацией. Они любили наблюдать своих рабов, и получали от этого немалое удовольствие, часто посещая их рестораны, или удостаивая своим присутствием их игры и музыкальные фестивали. Плеяды были далеко от Земли, и чем более развитой становилась цивилизация рабов, тем все реже и реже осуществлялись визиты домой. Все рабы относились к Инанне и ее семейству, как к членам королевской семьи, считая их богами и богинями. Греческая и римская мифология основана на эпохе Ану, и была настроена на нее как на грезу для цивилизации рабов, которая продолжала вещаться на этот регион после произошедшего 30 тысяч лет назад, 120 тысяч человеческих лет, ядерного холокоста Ану. Иннана продлевала жизнь тем, что сбрасывала на рабов свою карму, имевшую отношение к смерти. Такое действо происходило в ежегодных жертвенных ритуалах, где женщины-рабыни, воспитанные и выращенные в храмах во имя Инанны, приносились в жертву в качестве девственниц в возрасте 14-16 лет, как правило их сбрасывали в магму действующего вулкана. Со временем, продолжительность жизни рабов становилась все короче и короче, что обуславливалось все сильнее давившей на них смертельной кармой Ану. Вначале рабы жили по 500 лет, и начинали стариться только после 300-летнего возраста. Ближе к концу эпохи Анну, и незадолго до ядерного уничтожения, произошедшего из-за войны между Иннаной и Мердуком, рабы жили лишь по 175 лет, и начинали стареть после 100-летнего возраста. Данное обстоятельство было вызвано тем, что их жизни использовались и забирались с целью продлевать жизни Инанны и Мердука, чрезмерно превысивших жизненные сроки любого другого члена своего семейства. Всем другим, первоначально пришедшим на Землю членам семьи Ану, жизнь на Земле настолько наскучила после 9000 лет продления жизни, что они, в конечном счете, вернулись домой на Плеяды, написали там свои мемуары, и выбрали эвтаназию, чтобы закончить существование. Они ушли в свое родное пространство, и оставили на Земле свое потомство со схожим голографическим характером и родословной, чтобы поддерживать игру, которая велась ради других, кто не избрал покинуть физический мир вместе с ними.
Поэтому фигура, известная как Зевс, фактически представляла собой трех человек, которые после его ухода имели то же имя и поддерживали ту же роль. Подобная ситуация также имела место для большинства других членов семейства Ано, кроме Инанны и Мердука. Только Инанна и Мердук, находясь в одном возрасте с другими, отдали предпочтение увеличить вдвое продолжительность своих жизней. Когда жизнь Инанны перевалила за 10 тысяч лет, она периодически стала впадать в большую невменяемость, которая только нарастала. Со временем, и в результате непрерывного вывоза с Земли золота и минералов, которые отправляли в Плеяды, происходило быстрое и радикальное понижение частот вибрации Земли. Судя по всему, Инанна должна была возвратиться домой, но она оказалась столь вовлеченной в земную реальность, что подобная мысль не приходила ей в голову. Со временем, даже любовники и мужья не могли ее как следует удовлетворить. В возрасте 15 тысяч лет, Инанна была настолько ожесточенной и сердитой, что пришла к выводу, будто бы Мердук, ее брат по одному из родителей, является причиной всех ее несчастий. До известной степени этот вывод был верен, поскольку Мердук очень давно ненавидел Инанну и проводил детально разработанные жертвенные ритуалы с рабами голографического характера Инанны. Эти ритуалы накладывали на Инанну проклятие, чтобы нести ей разрушение и заставить сходить с ума. Заклинания действительно работали, но вместо того, чтобы покончить жизнь самоубийством, на что надеялся Мердук, Инанна обратила свой гнев в его сторону, желая его судить и уничтожить. Когда Инанне перевалило за 17 тысяч лет, между ними вспыхнула война. В целом война длилась 2000 лет, и в итоге завершилась на Земле ядерным уничтожением. Специально создавались рабы с генетической склонностью к войне и разрушению, поскольку те, что были выращены и воспитаны для других целей, не обладали достаточной стойкостью для убийства и войн. Война чем-то отдаленно походила на шахматную игру. Вместе с другими членами семейства велось наблюдение за полями сражений. Со временем, остальным членам семьи такая игра стала наскучивать. Каждый оставшийся представитель Ананук, кто был вторым или третьим поколением от первоначальных Ану, один за другим отдавали предпочтение возврату на Плеяды, и каждый выбрал эвтаназию в конце своей жизни. Для сражений друг с другом, Инанна и Мердук остались с немногими из своего семейства, почти в одиночестве. В конечном счете, Инанне удалось заманить Мердука в ловушку в его любимой пирамиде, уничтожив при этом механизм открытия ворот. Она рассчитывала, что лишенный пищи Мердук умрет там от голода. Хотя после нескольких недель все же предпочла его освободить. Это оказалось величайшей ошибкой с ее стороны, так как Мердук был расположен продолжить войну, взорвав две мощнейшие ядерные бомбы, вызвавшие гигантские разрушения и искажения, которые когда-либо испытывала Земля в этом измерении. Конечным результатом стала Земля, которая скатывалась к крайней черте, требующей от нее более чем 8000 лет на минимальное восстановление. Мердук покинул Землю, совершив самоубийство, разогнавшись на своем космическом корабле и врезавшись о поверхность Марса, планету из другого творения. Инанна успела покинуть Землю живой, но сильно покалеченной больной, и возвратилась домой только для того, чтобы выбрать эвтаназию и закончить свою жизнь. Инанна жила так долго, что проявила собой множество форм стереотипов, распространенных в тех людях, которые связаны с ней в настоящее время. В общем, ее жизнь продлилась так долго, что ни один человек в данное время не унаследовал все ее основные стереотипы. Во всяком случае, после падения к двум цепочкам ДНК, наследует только какую-то часть личности Инанны. Возможно, что это было не так во времена эпохи Атлантиды, и до того, как люди упали ниже 1024 единиц, однако в настоящее время дело обстоит именно таким образом. По оценке Земли,
Имеется три основных вида стереотипов, которые лишь в совокупности могут выражать первичный стереотип Иннаны. Архетип Иннана в любви. Люди, выражающие данный первичный характер Иннаны, находятся в постоянном перебирании или поиске совершенного возлюбленного. Они вступают в следующие одно за другим отношения, и если находятся в браке, то имеют склонность ко многим внебрачным связям. Как правило, им никогда не бывает достаточно одного постоянного партнера, и отношения, которые могут быть счастливыми в начале, будут, в конечном счете, приобретать мрачный оттенок и угасать. А затем представители этого первичного характера разрывают союз и идут дальше к следующему потенциальному завоеванию. Обычно они вершат в своей жизни многократные браки, которые скрупулезно обыгрываются, и дорогостоящие, так, как если бы это было нечто единственное и неповторимое в жизни. Такие люди имеют одну связь за другой, и, как казалось, больше всего наслаждаются романом в его начальной стадии. Как только роман заканчивается, так же заканчиваются и отношения, и он идет к следующему покорению. Архетип Иннана, королева. Представители этого первичного характера Иннана обладают и наслаждаются властью. В настоящее время, они достигают положения олигарха, должности главы корпорации, или высокопоставленного правительственного чиновника. Соблазн и искушение – главный метод, который представители данного первичного характера используют для удержания своей власти. Все идет от того, что в практике своих различных дел, Иннана славилась своей энергией соблазнения. Нередко, Зевс просил Иннану соблазнить и заняться любовью с тем, кого он был не в силах уговорить пойти на выгодную сделку в Плеядах. Последствия соответственно приводили к подписанию необходимого договора. Временами люди данного характера используют свою сексуальность, чтобы соблазнить, заманить или отвлечь, а иногда одного только присутствия преобладающей вокруг них сексуальной энергии достаточно, чтобы направлять ситуацию в необходимое для них русло. Один из примеров этого архетипа в недавней истории – Мэрилин Монро. Архетип Иннана в состоянии воин. Люди, выражающие данный первичный характер, типичные разжигатели войн и конфликтов. Если они стоят у власти, то используют свою силу, чтобы мотивировать начало военных действий и запустить в ход войну или конфликт везде, куда направляет свой взор. Если они имеют власть в учреждении или корпорации, то продвигаются к захвату абсолютной власти над корпорацией, или в конце концов, начинают судебный процесс против своих главных конкурентов. Если они стоят у власти над страной, то будут использовать свою силу, чтобы создать конфликт внутри собственной страны, или с другими нациями, что также может привести к войне. Буш – хороший пример данного архетипа в действии.